Серж Тундра, чем толще слой, тем выше цена. Это по-честному. Серж Тундра, но при чем здесь цена краски? Ну, допустим, вы истратите на тюбик, я не знаю, на 300 рублей больше краски, если вы будете писать толсто, смачно так, нахраписто. Ну что вы, на 300 рублей поднимете цену на картину? Все же дело, конечно, в том, как это написано, а не в количестве, не в килограммах, не в тоннах краски измеряется мастерство. Иные художники, да тот же Бато, жиденько, там краски-то ушло, вот такущий холст жиденько промалевал, а цена, так что здесь не зависит толщина краски. Но если вы шутите, то я это принимаю как шутку, понимаю. Юлия Керимова пришла к тупику в оформлении крупного портрета. У этой девушки как раз был крупный, и вы ее дизайнерски как-то удивительным образом в пространстве поместили, только лицо в пространстве, когда с руками и в кресле и так далее, то понятно, а когда только лицо, например, в ракурсе, не прямо анфас, есть хитрости или тайны? Поделитесь, пожалуйста. Да нет никаких на самом деле, Юля, хитростей. Хитрость в том, чтобы быть всегда неожиданным. Эти фотографические композиционные приемы, чтобы вот лицо определенным образом сидело вот, да, в формате холста, никак не так, никак не маленькое лицо в большом, это все какие-то бумажные, протокольные истины из учебника. Но жизнь – это не учебник. Это нарушение. Все гениальные художники перескакивают через вот эти правила. Они нарушают их. В этом их гениальность и смелость. Ну, приводил уже пример. Я недавно был на выставке в Музее импрессионизма, где голова вообще в углу холста, цветы кругом. Ее и не заметишь сразу. Любое оформление портрета, любое, если оно осознанно, будет удачным, даже если не будет никакого оформления. Но это от вас зависит, от художника зависит, какой он сейчас выберет. И тонкая рама, и толстая, и паспорту, и отсутствие паспорту. Все будет работать. Была бы живопись. Я всегда на стороне живописи, а не оформления. Я понимаю, что это вот назрел вопрос, но нет одного решения. Правда, нет. Вот мы с вами приготовили, например, что? Борщ. Вкусный, нет сил. Мне вы налили вот в такую тарелку, а себе вот в такую. Мы оба наслаждаемся борщом. Тарелка, мы вообще о ней даже и не помним. То есть живопись важнее, чем это. Такая тарелка или такая. Что там на ней нарисовано на этой тарелке? Не нарисовано. Борщ едим с закрытыми глазами, потому что аромат, потому что вкусно. Так и живопись. Я всегда смотрю на живопись, открыв рот. Мне эти рамы, вот эти финтифлюшки, до лампады. Понятно, что это организует зрителя. Но рассматривать это как дизайнер, чтобы фокусировалось внимание в живопись, когда ты смотришь на картину. Значит, чем толще там вот это все это паспорту, финтифлюшки, тем больше внимания. Тем ничто не отвлекает. Стены там, обои, соседние картины не отвлекают, потому что все внимание сюда. Бывают такие работы, вот такая работа, а рома, значит, все внимание сюда, ничего лишнего, ничто не мешает. Epic Punch. Вячеслав, часто бываете за границей, и что там интересного почерпнули в плане оценки людьми творчества? Спасибо, Epic Punch, за вопрос. Прекрасный. Ну, сейчас, конечно, редко бываю, практически совсем не бываю. Люди, как Андрей Макаревич в новой песне спел, только почему-то в глаза не смотрят в России друг другу, да? Кто-то нацелен на то, что предлагают галереи и художники, кто-то нацелен на высокое искусство, что не предлагают галереи, а художников мало, которые предлагают. У каждого свои приоритеты. И я поймал себя на мысли, что мне совершенно неинтересно зависеть
от вкусов людей, от вкусов галерейщиков, которые начинают потихонечку управлять тобой и говорить, что тебе и как нужно писать. Мне это совсем не интересно. Ну, чтобы продалось, да? Те, кому я интересен, меня найдут и находят напрямую. Я человек открытый, контакты есть, приезжают, покупают работы, мы общаемся, заказывают, на сайте работы мои размещены, и я им высылаю. Сайт, наконец, хорошо работает, постоянно обновляется, так что заходите, посмотрите. Вдруг вам что-то приглянется. Есть различные категории бюджетные, небольшого размера. Есть дорогие, есть не очень. Что касается оценки людьми творчества. Как хорошо, что ты пишешь то, что ты хочешь. И оценки эти тебя не заботят. Есть какое-то внутреннее ощущение, что вот я для чего-то живу на земле. И если мне начальство дало какую-то возможность видения и передачи этой фиксации на холст в каком-то материале, и мое делание в материале чего-то, есть плата начальству за то, что мне дарована жизнь и видение. Это наш договор, и я ему следую. Но в договоре прописана важная строка – слушать себя. Поэтому хочу – купаюсь, хочу – пишу, хочу – общаюсь с вами. Все это очень естественно и без моих усилий. Картина, если она рождается в усилиях, в мучениях, это в конечном итоге видно зрителю. Человек, чувствующий, видит за картиной, за произведением, то, в каком состоянии человек это писал. Если это наслаждение, это видно. Если это вот сомнение, через какие-то тернии, продирание к тому, чтобы получить результат, это тоже видно. И есть люди, которые говорят, а вот что мне делать? Вот какого бы имени, именитый там человек, каких бы званий там не имел, но я, когда подхожу к его картинам, меня тошнит, я не могу это видеть, хотя это знаменитые работы. Я вижу за этим энергию художника, прям прочитывается то состояние, в котором художник был, и что вообще он вот нес. Вот что делать таким людям, которые так чувствуют? Что? Разве могут они повесить в себе домой даже самое-самое известное именитое произведение, если им плохо от этого произведения? Вопрос только в одном. Как научиться так чувствовать, чтобы потом болеть, да, от всего. Но это сверхчувствование, вот эта настройка позволяет нам отличать, невзирая на ранги, невзирая на имена, то, что действительно тебя возвышает и очищает, утончает, то, что делает тебя более любящим, открытым, и то, что тебя заземляет, отягощает, как гири все равно ты будешь нести. Вот это мне интересно. Мне интересно делать работы светлые, в которых энергия света, в которых энергия, ну, если хотите, исцеления, освобождения от каких-то мучений, страданий и всего прочего, такого, что нам мешает быть естественными, ну, свободными внутри. Вот это мне очень интересно. Я это делаю и очень рад, что на этой волне все больше и больше людей становятся рядом, плечом к плечу, и интересы их совпадают с моими интересами. Рисованию посвящены 3 урока в моей школе, 3 рисовальных. На них сейчас скидка в 20%, акция продлится еще 9 дней. Поторопитесь в ней поучаствовать. Это большое дело. Берете лист бумаги, карандаш и вместе со мной рисуете модель, конструкцию. Я все рассказываю подробно и показываю. Ну и в очередной раз напомню, что жду вас на семинар, который будет 1-5 июля в Гурзуфе. Осталось тоже там 10 дней. Записывайтесь на семинар, приезжайте на автомобиле, поезде, автобусе. Жду вас. Я обещал для вас сделать акварельные наброски, этюды. И с большим удовольствием, с радостью вчера посидел на пляже с акварельной бумагой,
акварельными карандашами и акварелью. Это очень комфортный материал, очень легко с собой носить в любые поездки, так что, может быть, вам этот опыт пригодится. Для постоянного совершенствования, для того, чтобы делать зарисовки, обычные из жизни.